Дорогие зрители канала «Верным курсом», добрый день. Предлагаем вам продолжить разговор о Китае. И сегодня в студии Николай Вавилов. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Представляю как китаеведа, публицист и автора книги «Китайская власть». Я ее не поленился сюда, опять принес, поскольку это, как говорится, не вот из разряда бестселлер, имеется в виду. Вообще бестселлер, конечно. Бестселлер, да, но просто вот есть же термин бестселлер в книжных магазинах, и там все-таки, ну, 1, 2, 3 раза прорекламировал, бестселлер. А это можно перманентно показывать, говорить и читать, возвращаться к этой книге. Поэтому, если кто-то о Китае хочет узнать больше, вот поинтересуйтесь, где ее можно. На сайте Николая Вавилова приобрести точно можно. Ну и в других местах, думаю, тоже. Берите, покупайте, открывайте, изучайте. Чтобы понимать, что происходит в Китае, ну, наверное, разговора на час мало, даже серийных разговоров мало. Нужно как-то это подкреплять дополнительными знаниями. Экспертов тоже хороших не достает. Один из них все-таки, который есть, он в нашей студии. Концепций тоже много. За похвалу просто вот почему надо покупать книгу, это не реклама. Вот на 79-й странице, я сегодня это опубликовал в своем телеграм-канале, четко написано, что девелоперский сектор самый проблемный с точки зрения кредитования и в плане политики, потому что с ним борется Си Цзиньпин, о чем мы говорили с вами, кстати говоря, за 2 недели или за 3 недели до вот этого шока от Evergrande, который сейчас разворачивается у нас на глазах. И четко черным по белым, 79-я страница, долговой кризис в Китае, девелоперский сектор перенакачен, это сугубо такая, значит, финансовая строительная пирамида, по большому счету пустые города. Написано было в июле 2020 года, а основная статья в 2015 году. Если, в общем-то, вы хотите избавиться от этих вот наслоений, этой пены, да, вот этих псевдоэкспертов, значит, по Конфуцию и прочим там древним временам, да, с Конфуцием тоже финансовые истории многие связаны, там не до конца ясная история, что он там на самом деле, чем он занимался, да, в те древние времена. Вот нужно читать реальные исследования, а не опираться на какую-то вот сиюминутную, непонятно откуда появляющуюся якобы экспертность людей, которые там в Китае, ну, там, дай бог, несколько месяцев прожили, да. Это важно, да. Я почему, собственно, с большим удовольствием с Николаем Николаевичем общаюсь в нашей студии, потому что все равно есть борьба неких концепций. Вот есть концепция, а если она стройна и проверяется временем, то, соответственно, эта концепция как минимум можно продолжать доверять дальше. Это важно. Собственно, мы эту концепцию и сегодня дальше будем обсуждать, проверять на прочность, потому что пока она ее выдерживает. Ну и сектор недвижимости, о котором вы заговорили, вопрос только, наверное, в том, будет ли это какое-то такое тотальное зачищение, уничтожение этого сектора. Мы вот в экономическом сегменте, когда обсуждали рынок и Китай, вот с точки зрения влияния этого фактора на рынке, предположили, что будет плавное такое банкротство, пока и происходит. Почему так? Может ли это волнами пойти в другие элементы сектора? Жизнь по-китайски, да, надо в широкого вопроса зайти. Китайцы не любят шума. Китайцы не любят шума, этому есть и традиционные какие-то объяснения, но в целом Китай – это экономика, которая строится на внешних инвестициях. Мы тоже с вами это обсуждали, то есть без внешних инвестиций, которые, кстати говоря, это не просто какой-то вот грязевой поток долларов, да, а это поток долларов вместе с конструированием заводов новейших технологий. То есть та система, за которую Китай продал Дэн Сяопин. Да, я к Дэн Сяопину без всякого пиетета отношусь. Он Горбачеву прямо в лицо сказал, что Россия должна ему, значит, 1 миллион квадратных километров, да, это далеко не друг России, чтобы его здесь превозносить, и далеко это сомнительно, сделал ли он чудо, но тем не менее, Дэн Сяопин ввел систему рынка и обмен на, соответственно, технологии. Китай должен, чтобы спастись от неминуемого кризиса перенаселения, смены режима, чтобы устойчивая политическая система сохранялась, он должен встроиться в западную систему, которая даст ему технологии, даст ему часть своих, соответственно, каких-то доступа на рынки и так далее. За это Китай предоставлял какие-то рынки, за вот этот вот кэшфлоу, за вот эти технологии. Да? И сейчас, если Китай вдруг заявляет о том, что мы проводим дефолт крупнейшей корпорации, любой, не обязательно Evergrande, это любая может быть корпорация из любого сектора, автоматически инвестиционная привлекательность Китая вообще падает. Она и так, в принципе, падает. Да? И вот тот сектор, который выстраивал еще Дэн Сяопин, да, через дружбу с западными игроками,
он рушится на глазах. Китай не может на это пойти. А то, что происходит сейчас с Evergrande, это чисто китайское, вот такое, знаете, здесь как это чисто английское, да, убийство, а это чисто китайский дефолт. То есть все чинно благородно, все, ну, основные игроки, соответственно, сохраняют какое-то молчание, регулятор просто молчит, всех страхуем, да. Что произошло? Значит, долю в банке в одном из провинций Ляонин, где, вот, кстати говоря, начинал секретарем нынешний премьер-министр, бывший глава комсомола Ликотян, и вот и в тот период разворачивалось, кстати, там строительство, Ляонин славен своими пустыми городами, пустыми Диснейлендами и так далее. Вот там вот Шэньцзинь-банк, его 50% местное правительство выкупает. Значит, сегодня говорят о том, что 5 миллиардов долларов Evergrande, внимание, получит. То есть это очень надо четко оценивать, еще пока никто не получил. И сделки таких объемов, они не проводятся за одну минуту. Да, это надо согласование. Но при этом очень интересно, кто покупает эти 5 миллиардов стоимости одной из дочерних Evergrande Development, да, компаний. Это одна из гуандунских компаний. Сам Evergrande в Шэньчжэне сидит. Город напротив Гонконга, такой город как бы свободы, который при Дэн Сяопине появился. Научно-технологический центр такой. То есть с нуля, по сути дела, построен. Новый город, который вот построен с нуля. В нем еще, значит, в Гуандуне еще 4 крупные корпорации недвижимости. Одна из них, на какие деньги, непонятно, с каких активов они вытащены. 5 миллиардов долларов потратит на то, чтобы вот этот вот коллапс Evergrande отсрочить. Потому что времени, можно бесконечно это все откладывать, да, насколько можно откладывать до конца, если только в следующем году надо 100 миллиардов выплатить. И уже, значит, сегодня Reuters говорит, это, кстати говоря, вот почему в изучении Китая надо опираться и на Китай, и на западные источники, да, сегодня Reuters, особенно японцев надо опираться, я думаю, что это наиболее как бы такие откровенные, безжалостные критики Китая, которые, они немножко преувеличивают своих иногда прогнозов, но тем не менее они... и больше знают. И больше знает, и у них есть такой реальный геополитический противник вот этого предыдущего и этого столетия в том числе. И, соответственно, один из старших экономистов, соответственно, одного из японских ведомств, японских организаций, которые цитирует Reuters, он сказал, что Evergrande только начало. Вопрос в том, что все остальные корпорации точно в таком же состоянии находятся, и реально эта пирамида будет, как вот при взрыве регулируем, она будет так схлопываться потихоньку, да, но никто дефолта не допустит. Очевидно, что проблема этих корпораций, она высветится в октябре. И вот то, что я на своем YouTube-канале говорил уже, да, что реально проблема-то не в Evergrande, а в том, что еще точно так же взаимными обязательствами связаны порядка 10 крупнейших игроков. И у них долг, если у Evergrande 305 миллиардов долларов, да, то у них, я думаю, выше триллиона долларов. Это вся отрасль. То есть, а что дальше за этим последует? Постепенные проблемы со всей китайской экономикой. То есть, это треть китайской экономики, да, то есть я не говорю только в стройке, рядом со стройкой есть сталь, есть цемент, есть стекло, есть логистика, строительная отрасль. С точки зрения людей, это 60 миллионов на пике людей заняты в строительной отрасли. Это колоссальная цифра. Даже если 10% от этих строителей останется без работы, это уже очень большая социально-политическая проблема для Китая, о чем, соответственно, я говорю. Проблемы не начались вчера, проблемы начались еще с ковида. Ковид только отсрочил эти все проблемы, потому что была заливка деньгами. И сейчас мы понимаем, что на октябрь появятся как грибы после вот всего. Это буквально, кстати, сейчас произойдет. Праздники в Китае заканчиваются, 8-10 октября, заканчивается вот эта вот неделя каникул, 1 октября образования КНР. И, как грибы после дождя, начнут появляться другие корпорации. Но если одну Evergrande еще, как говорится, можно спасти, остальных уже непонятно, как спасать. И миллионы людей, безработные и так далее, об этом никто ничего раньше не сообщал. Ну, кроме как на наших с вами беседах. Пока не говорит, да, только мы. Да. Я хотел спросить, потому что тоже так немножко ушло на периферию сознания, что происходит с теми вот этими городами-призраками. То есть строили под будущее, заселение, там какие-то люди все-таки приезжают в эти города, но, как говорят, они по-прежнему остаются малозаселенными. Такая как проблема макроэкономическая есть, или это не проблема? Знаете, мы вот все буквально минуту этому уделим, этим призракам. Многие недоумевали с года, наверное, с 10-го. Почему? Потому что маховик наращивания внутреннего спроса, да, это что нам, это обманная конфетка для того, чтобы переключить эмиссию на вот эти девелоперские корпорации. Такая вот упаковка красивая для того, чтобы эти деньги получить для определенных групп влияния, да.
Она началась с 2008 года раскручиваться, и в 2010 году мы уже видим пустые города, пустые Диснейленды, ненужные аэропорты, то есть какое-то избыточные вот эти инфраструктурные и жилищные там объекты. И мы на них сосредоточили внимание. Вот особенно во внутренней Монголии, откуда потенциальный комсомольский преемник Си Цзиньпина Ху Чуньхуа, он долго там руководил этой внутренней Монголии, там отдельная большая история с этой внутренней Монголией, это же актив любой Тяньаньмэнь, да, вот эти монголы, собственно, которые живут. Но мы заострили внимание, потому что они реально пустые стоят, да, и туда никто не переезжает, то есть они заселяются очень слабо. Но вы, если бы вы жили бы в Китае, в том же Гуанчжоу, вот вы просто вечером пройдитесь, или даже вот уже темнеет, да, потому что в Гуанчжоу темнеет в 6, в отличие от Санкт-Петербурга, где есть амплитуда по зиме и по лету, там примерно стабильно в 5-6 вечера, то есть офис еще работает. Причем китайцы трудоголики, они работают до 8, до 9. Идете по центру Гуанчжоу, да, значит, Джудзян Синьшан, но Джудзян Ютаун, это вот как Москва-Сити, только в 4 раза больше, чем Москва-Сити. И вы видите, что свет горит только до 4-го этажа в большинстве небоскребов. Это города-призраки не во внутренней Монголии находятся, они находятся по всему Китаю. Из них состоит вся вот эта витрина, все вот эти вот Динмао Даша, там вот эти вот гигантские небоскребы Вайтхен, да, это в набережной Пудун, да, в Шанхае. Они полупустые, это иллюминация, это конфетка, которая, значит, это упаковка красивая для какой-то вот пустышки, да, которую постоянно Китай демонстрировал, что все классно. Девелоперский сектор раздут бешеными темпами, раздут колоссально, вот в книге тоже об этом подробно написано, что ипотечные проблемы тоже колоссальные. И уже вот мне говорят, да, все, что, ну, что такого Вавилов нового сказал? Ну, да, все знали, что и проблемы в девелоперском секторе, все знали, почему-то все молчат. Ну, как, если в метр квадратный 1 000 000 рублей стоит, да, это невозможно поднять эти суммы, откуда эти деньги, как это все развивается. То есть, мы сейчас концептуально вообще вопросу подходим, развивалась ли китайская экономика, вот это в книге написано, она не развивалась с 2008 года. Создавалось какое-то, значит, холостое прокручивание денег в бетон. Да, почему-то, кстати, бетонная компания из провинции Аньхой, откуда премьер-министр Иван Ян, потенциальный преемник, они оттуда. Почему-то самая крупная, выигравшая от ковида-кризиса бетонная компания, Аньхой Цемент, да, она находится в Аньхой, да, почему-то вот там. То есть бетон, стекло, арматура, вот это все процветало. Зачем? В пустых городах. А сейчас какой главная проблема? Вот многие люди, они недоумевают, да, что такое капитализм? Капитализм, он очень жесток к потребителю. Он никогда ничего не будет бесплатно раздавать. Абсолютно. И уже в 20 городах в Китае местные власти запретили ниже стоимости квартиры продавать. То есть коллапс китайской экономики, ну и социально-политическая экономическая система заключается в том, что с одной стороны у нас, соответственно, вот эти вот примерно 90 миллионов человек можно расселить в Китае, пустых квартир почти порядка 100 миллионов человек, но никто не собирается их там расселять. И будет вот точно так же, как в моем там YouTube ролике на начале, что в Юнане там взрывают совершенно пустующий дом, его никто не заселил. И таких домов, ну вот не пол Китая, конечно, но очень и очень много. И дальше вопрос концептуальный. Мы поняли, что с 2008 года это была пустышка, которую надували, да, деньги, понятно, что бенефициары получили, они их увели в офшоры, и теперь они обеспечены на многие-многие поколения вперед. Но, а дальше-то что? А как дальше-то будет Китай развиваться? Совершенно непонятно, на что он будет опираться. Вот, значит, в мировой практике, когда Египет, да, вот мне кажется, что мы должны вообще на Египетскую империю посмотреть, да, когда Египет... Еще тогда? Да, еще тогда, значит, зачем-то, значит, государственные, значит, податные люди, да, население сгонялось на стройку пирамид во время кризиса, да, очередной египетской монархии, или воевало. То есть варианта для того, чтобы запустить экономику со времен Египта, либо ты, значит, пирамиду строишь, которая никому не нужна, но зато вся экономика работает, а резервы из зерна, значит, государственно выделяются, чтобы люди не разбредались, да, это не рабы строили, это как раз реально вот просто обычные свободные люди, египтяне строили. Либо ты воюешь, и ты пытаешься что-то захватывать, да, то есть ты направляешь это на оборонку. Так вот, у Китая глобально либо девелоперский сектор, либо это какая-то будет оборонка, причем в немеренном объеме. Таком, в котором, например, позволил Соединенным Штатам выйти из кризиса 1929 года. Это Вторая мировая война.
Да, это серьезно. Это называется, что считать развитием. То есть, Да. если мы считаем просто построенные новые пустые Или здания, то, бомбы. в принципе, можно. Да. У меня один знакомый строитель говорил, первое ощущение, когда в Китае побывал на эти небоскребы, посмотрел, такое ощущение, что как будто вот все пластиковое. Вот ощущение. Вот Игрушечное, я бы сказал. игрушечное. Да, Такое. они понарошку, да. Вот Это есть ведь тоже такое. потенциал. Разрушил, все сломал. Конечно, построил. конечно, Вот. да. Ну, тогда возникает вопрос, вот сектор недвижимости, то, что происходит с Эвергранде, это укладывается вот в ту концепцию, о которой мы говорили. Есть противоборство комсомольских и, соответственно, партийных руководителей, курирующих отдельные сектора или занимающих ключевые посты в отдельных крупных компаниях отдельных секторов, и приближающийся момент выбора. С кем вы, так сказать, мастера? Да, с кем мастера вольных, соответственно, строителей, Да. так их назовем. Это укладывается в эту Конечно, концепцию? нет, укладывается, разумеется. Но я, что поправлю вас, что нету противоборства. К сожалению, многие люди, которые концепцию мою трактуют, я ей занимаюсь с года с 14-го. В 16 году вышла первая книга «Некоронованные короли Красного Китая». Честно, корона не знал, что будет, но вот два раза слово в названии корона попало. И оказалось, что не короновались как раз вот представители, которые борются с этой ковидной, оголтелой ковид-повесткой, скажем так. То есть более правильно было бы сказать, что выходцы из руководящего состава КСКМ, Комсомола, Коммунистического союза китайской молодежи, Китайского союза коммунистической молодежи и армейское потомственное руководство. Да? То есть Си Цзиньпин это, соответственно, потомственный руководитель, да? Хотя в Комсомоле тоже полно потомственных руководителей, там куда ни посмотри, это вот все бывшие какие-то там заместители мэров там, и так далее, их дети и так далее. И, соответственно, армия и соответственно, комсомол. В книге подробно это все разобрано. Я не хочу, соответственно, упрощать то, что там написано, но реально, да, Си Цзиньпин, у него очень мало экономических высказываний. Никто не рассматривал его реально как человека с экономическими воззрениями, да. Да, он фактически, как и Сталин, до самого упора ничего не писал про экономику, да, кроме последней работы «Проблемы социализма в СССР». Да, это было 52 года, кажется, работа. Тем не менее, основная концепция Си Цзиньпина – это ограничение предложений. Как и все по-китайски звучит завуалированно. Сигнал для своих, внутренний код. Предложение чего? Предложение недвижимости. Вот, а больше ни о чем речи не идет. И вот уже там в книге это подробно написано, часть его речей, что реально надо просто урезать девелоперский сектор. И это он обозначил в 2016 году. Никто не послушал его, зачем, девелоперский сектор все прекрасно растет и так далее. Война не на жизнь, а на смерть. Уже пошли тогда, уже с года, наверное, 18-го дефолты первых банков и так далее, которые обеспечивают, соответственно, вот эту девелоперскую сферу. Но мы должны четко понимать, комсомол, он генерирует лидеров регионального уровня. То есть центр, есть Пекин. Это в основном военная элита стратегического значения, которые контролируют очень большие глобальные вопросы федерального или центрального значения. И постоянная борьба центра и регионов. Вот регион почему-то в каких-то вот естественным образом, именно комсомольские лидеры, они очень сильно конкурируют местную повестку. Так случилось, да? Это и в Аньхое, это в Гуандуне и так далее. И их основная кормовая база – это стройка. То есть они продают землю, раз бенефициар, они там строят два бенефициар, и на полученные вот эти деньги от этого холостого верчения они вкладывают в биржу. Да, то есть вот три бенефициара. И со всеми этими товарищами Си Цзиньпин последовательно очень жестко боролся в 2016. В 2019 году началась вторая волна чисток, и Си Цзиньпин вышел на финансовый сектор. То есть если первая волна чисток, она касалась регионалов, она была, скажем так, я думаю, что не ошибусь, скажу, что она не касалась экономических вопросов, то в 2019 году реально перед самым вот этим катарсисом ковида, значит, чистка начала затрагивать банковских руководителей, тех, кто кредитует и так далее. Да? Причем особенно те, кто берет, соответственно, обязательства в долларах, в зарубежной валюте. Очень интересно просто для наших зрителей будет факт, что на самом деле есть миф о том, что в Китае расстреливают. Да давно уже в Китае никого не расстреливают. Даже самым там лютым борцам со строем, которые вот Джоу Юнкан, Бо Силай, им дали пожизненное заключение. Хотя они хотели, по сути дела, устроить переворот в Китае, да, пожизненное дали. Большинству чиновников дают 12-15 лет, даже если ты там $1 миллиард украл. Но появился такой, значит, руководитель финансовой корпорации, которая набирала долги в долларах, Лай Сяоминь, да, его расстреляли.
То есть, ну, это на самом деле это факт очень яркий. То есть, уже, по сути дела, Китай становится травоядным, на самом деле. Там все эти Уже кровь друг друга не льют. Не льется так кровь. Но тут вот этот персонаж, он заслужил расстрел. Это прям вот, ну, на самом деле реально круто. То есть, это показывает проблему в финансовой сфере, как и насколько лидеры комсомола, которые ориентированы на демократическую партию США, которая сейчас пришла к власти, это означает, что они ориентированы на зеленую повестку, в том числе, да, насколько они связаны, соответственно, с этим, и насколько они пренебрежительно, поскольку они считают себя глобальной, белой глобальной костью, относятся непосредственно к Китаю. Что делает Си Цзиньпин? Он спасает Китай как суверенное государство, потому что в противном случае в 2008 году маховик-то вот этот вот эмиссии включился, это Китай спасал фактически Соединенные Штаты. Как действовала схема 2008 года. Тоже комсомольец у власти, Вэн Цзябао, да, тоже потомственный руководитель, он запустил маховик вот это вот якобы опора на внутренний рынок. Как эта схема звучала для внешних потребителей? У нас все плохо, у нас сейчас мировой кризис, США сокращает потребление, значит, нам нужно опираться на внутренний рынок. Что мы должны делать? Мы должны строить много домов. То есть у него вот есть план, называется «Развитие внутреннего рынка», это в книге есть, там несколько пунктов. Первый пункт, догадаетесь, что? Недвижимость. Правильно, надо запустить маховик стройки. Недвижимость строится, мы начинаем больше потреблять, больше, соответственно, юаней, и мы увеличиваем импорт. То есть с тех пор Китай очень резко нарастил импорт. То есть он попытался вот это сальдо торговли с США нивелировать, больше закупать. Вот к чему это в конечном счете. Все равно к поддержке Соединенных Штатов это привело. То есть бенефициары на двух берегах находятся, и в Китае, и в Соединенных Штатах. С этим сейчас, соответственно, Си Цзиньпин борется. А зеленая повестка тоже в рамках этого всего лежит. Я хочу заострить внимание на какой проблеме. У нас существует в России формально очень много мозговых центров, не побоюсь этого слова. Да. К ним относятся Российская академия наук, Институт Дальнего Востока. Я не слышал ни одного докладчика по этой теме в публичной сфере о кризисе девелоперского сектора. И пусть комментаторы этого YouTube-ролика найдут, кто писал из Института Дальнего Востока, а их там очень много, их очень много там. Они все с вами, мы платим налоги, чтобы они писали, информировали высшее руководство, не надо нас, высшее руководство. Да, пусть найдут. Есть, значит... загодя, да? Вот да, есть при правительстве России. А почему это важно? Потому что сейчас, если начнется рушиться Китай, упадут закупочные цены на сырье. Нас ждет повторение 2016 года, $16 за баррель нефти. Это все, тушите свет. А при этом, при всем, падает стоимость электричества, не подается, растет стоимость китайских товаров. Ножницы. Падают доходы нефтяные, растет импорт. Сколько будет доллар стоить? 300 рублей? 500? 1000? Об этом надо заранее предупреждать. Есть при правительстве, это вопрос к новому премьер-министру, есть при правительстве, аппарате правительства, есть think tank, да, то есть мозговой центр по исследованию вопросов различных. Я открыл его, набрал слово Китай, там последняя публикация 2017 года. Ну, несерьезно, да. Есть Институт Азии Африки при МГУ, ничего. Есть там, ну я не буду здесь озвучивать вот эти вот американские центры влияния, тоже ничего, да, которые, по идее, Китай там, да, анализирует. То есть ничего нет. И вопрос ко мне, как бы, а почему вы таблицу Менделеева изобрели, а значит все элементы, особенно радиоактивные, вы в ней не расположили? Извините, я не институт. Николай Николаевич Вавилов – это просто человек, который 24 часа в сутках, 7 дней в неделю. И те, кто читает мой телеграм-канал, видят, что я работаю и в воскресенье, и в субботу, и в понедельник, и так далее. И пишу, и выступаю, и так далее. Да, и анализирую информацию. Друзья, вопрос к нашим институтам, к нашим мозговым центрам. Если это такого эффективности работы, то с меня точно не надо спрашивать. Я ни рубля государственных денег не получаю. Вот честно, вот положа руку на сердце, ни рубля. И это все действует. Кстати, спасибо моим читателям, подписчикам и так далее. Хочу их поблагодарить. И вас тоже это все на вашей поддержке действует. И я один. И все, что я видел до сих пор вот, в рамках вот этого дискурса китаеведного, люди с ожесточением фанатичным отказывали, отрицали идею того, что в Китае есть системная оппозиция, состоящая из лидеров комсомола, а в книге она не зря 700 страниц. Написано, что и Тяньаньмэнь – это комсомольские лидеры. И все, что было до этого, вплоть до Мао Цзэдуна, да, четко, причем прослеживается. Мне самому, я обычно не верю в такие вот регулярности, но на регулярность систематичность.
Армия, комсомол, лидер, армия, комсомол, армия, комсомол. То есть нету смены. Вот даже сейчас в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе до этого был комсомолец, Нурбекри руководил правительством, народным правительством, был председатель народного правительства Синьцзяно-Уйгурского автономного района. Потом, значит, пришел этот Шохрет, соответственно, Закир, выходец из армии, Нурбекри комсомолец, Закир выходец из армии, сейчас пришел новый, да, комсомолец. Комсомолец. Вплоть до такого. Я не ограничиваю. То есть я еще вторую поправку. Во-первых, я не институт, не требуете от меня, чтобы все окошки в таблице Менделеева были заполнены с точки зрения там, энергетика чья, хотя тут описана и энергетика Си Цзиньпина, какую мы об этом поговорим. Да? Это первый момент. Эта теория требуется в разработке, в институте отдельно, в помощниках. А пока наши институты занимаются тем, что плетут интриги, строят козни и поливают друг друга грязью. При всем уважении, я бы готов был с этим смириться, если бы не одно но. Не за мой счет. И не за ваш счет, Алексей, не за счет наших зрителей. На науку выделяются порядочные деньги. В центре Москвы здание ИДВ находится. В центре Москвы находится ИСА. Друзья мои, а вы чем занимаетесь? Зачем нам нужен Конфуций, если сейчас грохнется Китай? И как мы будем, во-первых, откуда будем брать поставки? Во-вторых, геополитические риски. И в-третьих, куда мы что-то сами будем поставлять? Никто об этом не говорит. Это первое уточнение. Второе, значит, соответственно, уточнение, что мы выяснили, что здесь нужно как бы некий институт. Да? Второй момент, что мы просто как бы не можем без вот этого всего объема, скажем, дополнительных исследований говорить, что будет дальше отдельно. Плюс эта система не закончена. И любой человек, который что-то исследует адекватно, он понимает, что истина, она может где-то там в лубочных картинах, в сказке содержаться. Но ее как бы окончательно сказать, что вот это истина, и она все равно требует постоянный процесс исследования. То есть вот он не завершен. Да, он не завершен за этим. Да. Я согласен, собственно, мы поэтому же вот уже не первую встречу и проводим вместе. Мне важна... Кстати говоря, позвольте, Алексей, что вас перебью, прошу прощения, что перебиваю, важное дополнение. Я считаю, что любая наука, она должна носить прикладной характер. При всем при том, что она действительно фундаментальные исследования нужны, обобщение, генерализация и так далее, но... Если вы, особенно в России, особенно когда мы все говорим о каком-то рывке, мы все там хотим сохраниться хотя бы, да, в рамках клуба, нам нужна наука, которая отвечает нуждам, в том числе нынешним в России. И прикладной характер, соответственно, исследований, да, он обязательный. Да? И вот я, например, в последний момент погрузился в эту биржевую тематику. Я людям, которые закупали акции Алибабы, потому что все биржевые инвесторы, бычий рынок, говорили, покупай Алибабу, она будет расти. Нет, я бы сказал, что все говорили, честно, вот это было абсолютное мнение, что никогда ничего плохого не случится. О конфликте Алибабы и властей я говорил с 2015 года на странице своего издания «Южный Китай». Я не вчера как бы об этом пишу. И когда конфликт зашел уже в сторону, кстати, Алибаба тоже бенефициар вот этой эмиссии избыточной, и я четко обозначил, друзья мои, Алибабу – это конфликт системный с властью, ее будут дожимать до пола. Она не исчезнет так же, как и Эвергранде. Ее перекупят в конечном итоге. Сам Алибаба уйдет от этого контроля, от этого всего. И многие люди из брокеров, да, которые сильно вышли из Алибабы на какой-то порядочной высоте, они благодарят публично. То есть, действительно, человек советует что-то. Я не хочу просто... это прикладная история. Прикладная история. Этим надо заниматься. Но извините, сколько количество листингующихся компаний находится в Китае, да, и я не могу их анализировать нон-стоп. У меня никто не может, да, но при этом, если мы понимаем, что нужно мы анализировать, какие компании. Кстати, Эвергранде сейчас падает, а кто будет расти? Я не знаю, честно говоря, сбудется или нет, но есть такой девелопер, да, в десятке больших. Это бывшая военная корпорация Баоли, да, это управление экспортом, китайский оборонный экспорт. Они, когда стали частной компанией, тоже занимаются экспортом вооружений, но еще они занимаются, у них крупнейший аукцион искусства и, соответственно, стройка. Тоже в Гуандуне они, кстати, зарегистрированы, как ни странно. Видимо, там самый такой лакомый с точки зрения девелоперов регион, близкий к Гонконгу, тем не менее. Я думаю, что у них очень большие шансы после реструктуризации вот этих всех, после многочисленных синьцзиньпиновских историй и перипетий, в том числе геополитического характера, когда в Китае начнется реновация, она может начаться, да, потому что жилье как раз 70-80-е годы основной жилой сектор, то есть, скорее всего, обновлением будет заниматься кто выжил, горец, да, в конце останется только один.
Вот у Баоли очень много шансов, в том числе как бы какие-то вот кто-то, она листингуется на гонконгской бирже. Можете Интересно. попробовать. Да, Интересно. я не знаю, так нужно исследовать. Надо исследовать, да. Размежевание с западными площадками происходит такое окончательное, то есть это будет какая-то... Никто не знает глубину кроличьей норы. Об этом нам продемонстрировала обложка предпоследняя журнала The Economist, в котором все валюты прыгают, значит, вниз, в том числе там и биткоин тоже, там и там здание Центробанка, я думаю, было что-то нарисовано. Падение может быть бесконечным. То есть реально, если мы по ним, давайте вот оценим то, о чем я говорю. Значит, такое ощущение, что, знаете, как перед Первой мировой войной все думали, что погибнет там 500 человек. Чуть-чуть как во время франко-прусской 71 года, да, 871 года. Чуть повоюют, значит, всех почетно, значит, накроют шелковыми там флагами и разойдутся. Длилось 4 года и погибло больше, чем за 1000 лет. Да? То же самое, мы не хотим верить в плохие прогнозы. В то, что Evergrande сейчас хлопнется по факту, да, без всяких внешних дефолтов, но реально так, за ней потянется вот в эту Титаник, он потянет за собой все остальные компании. Но что такое потеря 30% сектора для Китая? Это как минимум... Да, что произойдет в Китае, реально, чтобы китайская власть сохранится после потери 30%, вот что в России, когда СССР разрушился, мы потеряли 30% ВВП, стреляли танками по Верховному Совету. Вот примерно такая ситуация ожидает, возможно, Китай в случае постепенно, не сразу по Верховному Совету, то есть много разных городов в Китае, где-то поодаль от Пекина, где-то поближе и так далее. Да? Все это будет постепенно происходить, вот такое повторение событий 60-х годов в Китае, когда началась культурная революция, а по факту это была борьба вот тех же, значит, соответственно, молодежных элит, я не буду злоупотреблять словом комсомол, но молодежных элит, хунвейбины, кстати, хотели перед смертью Мао Цзэдуна соединиться с комсомолом, комсомол где-то там, он пытался не, как сказать, формально, длинная история, но хунвейбины это, считайте, радикальная часть комсомола, молодежная организация. Так вот, радикальные молодежные организации, которые все протесты затевали, они воевали фактически с армией. Вот и армия, и город Ухань, это хороший очень пример, в Ухане взяла власть армия и начала уничтожать там хунвейбинов. Просто в осаду. Это была практически гражданская война в центре Китая. То же самое сейчас грозит Китаю. То есть на что Китай и какой выход для Китая? Запустить ВПК. Реально запустить его на такую мощность, чтобы и объяснить все беды, и разрушения, и оттянуть протесты максимально, да, и так далее. Всех вот людей, которые бы хотели бы пойти на китайскую болотную, их вывести в китайской ДНР. Вот это реально. Все, кто понимает, что хоть чуть-чуть жил в Китае, общался с китайскими рабочими, пролетариатом, я с ними реально общался, и я считаю, что это хороший опыт. Я знаю, как они плохо живут, реально. Они просто вот выживают там. Они готовы на многое, на самом деле. Да? Это только кажется, что все хорошо, и что они там благоденствуют. Пока все росло, они благоденствуют. Сейчас нет. И что будет? Вот после, вот, когда Китай лишится этих 30%, никто не знает. С западными площадками. Да, глубина кроличьей норы. Да, спасибо, что меня вернули от абстрактных рассуждений. Казалось бы, есть какие-то проамериканские корпорации в Китае, тот же Xiaomi, да, который там будоражит интернет, что он готов отказаться от работы в Крыму и так далее, да, там его вот эти все телефоны. Действительно, Xiaomi это грибница с Alibaba одна и та же. Выходец из Xiaomi, он работал вместе с командой Джека Ма. Их им разрешили, то есть им проблемы Байден закрыл. Alibaba точно никогда не будет делистинговаться с американского рынка. Но, например, коллизия, но это никогда не случится по большому счету. Коллизия заключается в следующем. Для меня, я не знаю ответа окончательного, что будет. С одной стороны, Alibaba давится внутри Китая. С другой стороны, их прямой конкурент, который поддерживается негласно китайским правительством, JD.com, он в зоне риска делистинга. То есть, с одной стороны, русские, значит, инвесторы, они захотят, например, купить JD.com, а его возьмет Байден и возьмет и делистингует его, да, потому что мы в прошлой передаче обсуждали, очень жесткие истории происходили с этим основателем компании JD.com. То есть в зоне риска находятся все.
каким-то выходом для россиян, возможно, был бы выход на гонконгскую биржу. Ну, вот для это начала они должны завернуть все потоки, я имею в виду сами. ну, вообще существует. Вообще, да. То есть, скорее всего, Китай будет вести к тому, чтобы гонконгская биржа стала такой вот гаванью, да. То есть, конечно, Китай захочет, чтобы пекинская биржа наполнилась стартапами. Пока это она декларируется как биржа для малых и средних компаний. Но я думаю, что от среднего до большого при желании шаг не очень большой. То есть, теоретически там. И второй момент – это Гонконг. Да? Поэтому для российских квалифицированных, неквалифицированных инвесторов, конечно, я бы рекомендовал искать выходы на гонконгскую биржу, чтобы покупать какие-то акции там. Потому что все, что находится в Соединенных Штатах, ну, я боюсь про сроки говорить, но все-таки это не настолько стабильно. И даже если мы говорим, что предположим, что произойдет даже конфликт, потому что мы видели, что реально в центре Европы, по большому счету, на Украине был конфликт. Но при этом окончательного разрыва между Германией и Россией не произошло. Да. То же самое произойдет, предположим, на территории Тайваня. Ну, грубо говоря, это продлится в активной фазе 3 месяца, такой в более-менее горячий год, а потом будет 3 года вот леть, да. Через 3 года, 2024, когда, возможно, Байден что-то поменяется, да, 2026, возвращаться все начнется примерно на круги своя, снова к какому-то раунду консенсуса. Вот тогда тот, кто купил на самом низу, а низ пока не достигнут, дно не достигнуто, и Alibaba, она вернется к показателям, сейчас она там, по-моему, 120, что-то 150 такое, она вернется, я думаю, к нормальным показателям. Почему? Потому что это все-таки не в стиле китайцев полностью что-то уничтожать. То есть все-таки создана инфраструктура, уже все, ну, это работает, огромное количество людей на это затянуто. К полному кризису никто не будет приводить, но вот ужатие Alibaba, скорее всего, продолжится. Надо ждать дна, это если инвесторам что-то рекомендовать. Какой сектор, ну вот мы перечисляем сектора, которые так или иначе зачищают, какой сектор может быть следующим? Ощущение, что осталось только здравоохранение, медицина. Но это не ощущение, а действительно в своем ролике, там каком-то предпоследнем, сказал, что действительно медицина, она очень сильно выросла, то есть пора стричь шерсть. Ведь очень интересное совпадение, что то, что Байден и западные страны вводят сейчас налог на сверхприбыль, по сути дела, вот политика всеобщего процветания, которую вводит Си Цзиньпин, я просто в своей голове прикинул, сколько прибыль чистого Алибабы, сколько от них отняли, это вот ровно 15%. То есть, вот, по-моему, там как бы, ну, вот, соотносится этот опыт, они его изучали. Только, видимо, Си Цзиньпин решил красиво это все обыграть, и при этом, самое важное, не через налоговое ведомство. Это будет авуары определенной группы. Да? Красиво. Да, ну, в Китае, я думаю, все поняли. Вот. Ну, в России, к сожалению, и на Западе тоже это... Ну, дадим время. Любят красиво, да, любят красиво. Китайцы любят это все облекать в такие вот формы. Что касается медицинского сектора, почему, откуда это взял? Вот эта вот пресловутая статья про «Пришло время великих перемен», где один, кстати, почему-то эту статью про возможно, вторую культурную революцию написал бывший главный редактор хубейского электросетевой компании. Вот, там вот неспроста, да. Ну ладно, не суть, совпадений нет, не думаю. Не думаю, да. Ну, смешно, конечно, но тем не менее, да. И в том числе он указал последовательность секторов под раздачу, да. Вот, ну, опять же, да. Видимо, голосом вот этого юродивого и что-то прозвучало. В первую очередь это образование. Ну, там сектор звезд, понятно, образование, потом недвижка и потом медицинский сектор. Да? То есть вот этот медицинский сектор, огромные расходы на медицину несут китайцы. Государственная медицина работает плюс-минус. Да? Есть, конечно, там страхование и так далее. Вот Си Цзиньпин убивает одним ударом, одним выстрелом 2 зайцев. С одной стороны, он переформатирует финансовые потоки под свою политическую группу и под свои другие группы. А с другой стороны, он удовлетворяет, как говорил бы Синьхуа, чаяние рядовых китайцев. Именно чаяние, да, они очень любят почему-то это слово. Вот, значит, а рядовые китайцы все это видят. Они испытывают колоссальное давление, они видят колоссальную стоимость на квартиры. Они видят, что вот он всю жизнь, как говорится, пашет, а рядом там Lamborghini появилась, да, это причем сплошь рядом, везде, в больших городах, в малых городах. Если у нас жизнь надо положить на 20-метровую квартиру, то там надо 10 жизней. Это почти нереальная ситуация. То есть, в целом, население это будет поддерживать Си Цзиньпина. Вот в чем главная суть. И когда он сейчас... Мы, опять же, про медицину никто не говорил. Я на свой страх и риск, я же не
Института Дальнего Востока, где может только про Конфуция говорить, да, вот я говорю, беру на себя ответственность, что, возможно, следующий сектор, который будет попадать под раздачу, это медицина. И доказательством дополнительным не только служит эта статья Хунвейбина в Жимин Жибао, а то, что уже когда, значит, обрушали, значит, индустрию игр онлайн через страницы Синьхуа, да, то есть заявили, что это опиум, и все, это был сигнал, да, значит, что сейчас будут вас сокращать. Девелоперский сектор, это об этом постоянно все время идет речь, но мало кто заметил, вообще, на самом деле, мне кажется, что только очень-очень узкие специалисты заметили, что та же Синьхуа обрушилась на биодобавки, Да. значит, и что-то еще такое было, то есть вот китайцы никогда не действуют внезапно. Они дают предупреждение, залпы издалека, потом ближе, ближе, ближе. И сейчас я думаю, что поскольку сектор, кстати, медицины, он колоссальные прибыли получил от вакцинации, 1,2 миллиарда уже вакцинированных китайцев. От сколько там тестов было проделано, никакой России не снится. Вы помните, потому что целые города тестируют, целые просто... И не раз, видимо. И не раз, да, некоторые по много-много раз это все происходило. Маски, ну, как казалось бы, смешно, но там речь на миллиарды, десятки миллиардов долларов идет. Все это будет сейчас, соответственно, регулироваться в том числе. Вот. Что из этого получится, честно говоря, я не склонен идеализировать политическую мудрость и экономическую мудрость того, что происходит, но, судя по всему, у Китая выбор между ужасным и катастрофой, и исчезновением. Почему? Потому что комсомольская политика строилась на полной сжечь, как у нас Троцкий хотел сжечь Россию в огне мировой революции. Это комсомольские политики, они хотели сжечь Китай в мировой глобализации. Потому что они свято верили, что ну, то, что останется, оно все равно станет, все равно туда перетечет, как говорится, американские деньги. Но не перетекает. Как были для Китая, для американцев индейцами в резервациях, так и остались. Да, возможно, не знаю. А у Си Цзиньпина выход такой, что вот воевать за Тайвань, да, перераспределять ВПК, перераспределять вот эти вот сверхдоходы от эмиссии в свои зоны всеобщего процветания, которые сейчас система создает. Но вот никто не говорит, что Китай будет жить как прежде. Ну, точно не будет как прежде жить. Да, система так в движение переходит. Николай Николаевич, история с отключением электроэнергии в отдельных регионах, честно говоря, всех озадачила, я бы так сказал. Даже не напугала или удивила, а именно озадачила. А что это вдруг? Потому что я понимаю, что тема очень сложная, и, наверное, так сказать, там все подробности надо знать, будучи на месте, но, тем не менее, вот это далеко идущая история? Да, на месте тоже никто ничего не понимает. Вот всякие горе-эксперты, они пытаются примитизировать проблему и сказать, что они знают, что происходит. Никто не знает, что происходит. Никто не понимает, почему те или иные процессы сейчас начали резко происходить, да, в мире, да, там, ну, ковид, ладно, потом сейчас у нас Афганистан, сейчас электроэнергию отключают, завтра, я думаю, ну, судя по зеленой повестке, мясо должно исчезнуть, да, вот, судя по всему, такое ощущение. Никто не понимает, что происходит, но можно, например, порассуждать то, что происходит с энергетикой. Расхожий аргумент, то, что Австралия отключила свою... Вот Си Цзиньпин, кстати говоря, война торговая против Австралии началась за год до ее вступления в AUKUS. Это нам о чем говорит? Что донесли до высшего политического руководства в Китае, что Австралия станет базой размещения таких вот гиперзвукового, в том числе ядерного оружия. Да? И тогда было принято решение Австралию, вот с точки зрения Суньцзы, да, его методология войны, ПИМФА, да, воевать это самое глупое. Лучше избежать войны и выигрывает тот, кто больше всего сил сохранил, а не тот, кто всех там порубал. И вначале надо разбить планы, то есть просто не дать этим планам состояться. То есть как только Пентагон что-то придумал, сразу надо что-то такое придумать, чтобы он новое придумал планы, а не реализовывал те, что есть. Планы не удается. США и ось англосаксонских союзников хотят сохранить за собой мировое доминирование, ни под каким предлогом не готовы от него отказаться, особенно ради индейцев 2.0. Да, значит, ну, не надо преуменьшать роль расизма англосаксонского в отношении азиатов. Они бомбили ядерным оружием Японию и считали, что так и нужно. Кстати, новый пример Кисида, он из Хиросимы. 12 лет позже после бомбежек родился. Значит, идея в том, чтобы разбить союз, отключить Австралию от AUKUS, да, и так далее, она прошла еще год назад.
Сбился с мысли. Не, про, собственно, электроэнергетику. Да, электроэнергетика. Возникла, Вот, да, значит, австралийский кризис. уголь уже просто после эфира со звезды, значит, дает о себе Ничего. знать, да, то есть много слишком информации. Значит, уголь австралийский, это, при всем уважении, это порядка 7% всего китайского угля. Да, он энергетический, он хорошего качества, он обеспечивал, в Гуандуне он много чего обеспечивал. Действительно, Гуандун столкнулся с отключением электроэнергии, я об этом ролик тоже записывал, в июле. Но самое главное, что полностью отказ от австралийского угля произошел в июле. То есть, сейчас октябрь, то есть, по идее, тогда должны были быть веерные отключения, и это должно было сработать тогда. Но ничего не случилось. Его заменили индонезийским, монгольским, русским углем и своим собственным. И его объем, повторяюсь, порядка 7%. Статистика очень много кем публикуется. Вообще импорт угля в Китай упал примерно на 10% за январь-август 2021 года. На 10%. То есть, и вот вы говорите про то, что это было ожидаемо или неожиданно, но никто не ожидал, что в Китае, вот для меня Китай, вот Индия, все мы сказали, в Индии, в Дели, в Нью-Дели, у каждого дома, богатого причем дома, не каких-то трущоб, энергогенератор стоит, Да. генератор, что там вырубает постоянно, там плохое электричество. Blackout, В Китае блэкауты невозможно. Это та страна, которая, ну, о своей энергии, вот просто когда мне говорят, в Китае блэкаут, это то же самое, как Ухань заблокировали, там 15 миллионов человек. Ну, бывает. Не бывает. Не бывает. Этого невозможно. Да. Невозможно. Даже это я не знаю, каким словом писать. Это гиперфорс-мажор, потому что электросети в Китае работают идеально. Это самые цифровизированные. Это та отрасль, в которой соблюдается суперпорядок. Отключение электричества в Китае. Просто чтобы осознать, что произошло, вы должны понять, что отключений не было никогда в Шиньяне. Никогда. За 20 лет. Никогда. Почему? Это фабрика мира. Нельзя никогда саботировать поставки продукции. То, что сейчас происходит, это гиперфорс-мажор, мега-форс-мажор. Этого никогда не было. Нельзя об этом говорить, как, цены взлетели. Взлетели бы, пришло бы государство и дало бы денег на покупку угля. Ничего подобного. То, что сейчас происходит, коллапс управления полностью. Да? Значит, просто давайте разбирать ситуацию, действительно требует внимания и скрупулезного, а не статейки, да, там заметки на 2 абзаца. Значит, что произошло в Китае. Нет, 2 абзаца можно написать, если ты никогда не жил в Китае, ты не понимаешь, что такое энергетическая безопасность для Китая, да? Ну, не только для Китая. Значит, импорт угля с января по август упал на 10%. Это не критично. Далее, очень, что вообще вызывает недоумение не только у нас, на Западе не вызывает недоумение. Ну, то, что никто это не описывает, то ладно, мы уже привыкли, что никто не говорит, почему это произошло. То, что вызывает недоумение, значит, 17-го, ведь эта система с ограничением угля, она не вчера появилась, да, в марте 2020 года произошло заседание финансово-экономической комиссии при ЦК КПК, да, в которой возглавлялся Цзиньпин. Она касалась 2 вопросов: зеленой энергетики и платформенной экономики. Читай, уголь и Алибаба, ну и так далее. Да, все вот эти IT-гиганты, попавшие под раздачу. В марте была обозначена четкая цель: достигнуть пика потребления углеводородов к 30 году. Друзья мои, 9 лет. Какое отключение? О чем вы говорите? Ну вот о чем, ну я, извините, что вообще не склонен к эмоциональности, но когда мне говорят, да, это вот, соответственно, там аргументируют, зеленая энергетика Китай переходит, извините, 9 лет, Си Цзиньпин сказал, 9 лет, пика, рост должен был быть потребления угля, да, это первое. Второй момент, в марте об этом сказали. Кто регулирует, кто дает рекомендации в Китае по закупке угля, по ограничению вот этих выбросов? Значит, есть 2 ведомства. Первое — это бывший Госплан, комиссия по развитию и реформам, и Министерство экологии. Да? Комиссия по развитию и реформам, к слову сказать, там сидят люди Си Цзиньпина. Это потенциальные сменщики экономической команды комсомольцев.
Они эту ситуацию, вот понимаете, тот, кто не знает Китай, думает, что там, значит, идиоты сидят. А нет, это супер запланированная страна. Это невозможно. Это в США может быть там блэкауты. Мы помним, там, как их закрывало, по-моему, в нулевые годы, да, там Да, что-то там было. ураган налетел, негры там в Хьюстоне тонут, там, я не знаю, там, ну вот это в США это возможно, Да. в Китае это невозможно. И комиссия этим вопросом занималась, причем планово, соответственно, комиссия по развитию реформ, да, Госплан. И самое главное, 17 августа, за 1,5 месяца до нынешней ситуации, комиссия по развитию реформам, Государственный комитет по развитию реформам, выпустил, соответственно, предупреждение о необходимости, соответственно, экономии, энергосбережений, да, то есть то, что касалось потенциальных рисков в случае какого-то замещения угля и так далее, да. И самое интересное, что провинция Цзилинь, в которой воду еще выключили, насосная станция, у вас ковид, холода, отопление и вода. И это просто, знаете, как в анекдоте. Уважаемые жильцы, да, выключим воду, газ, а потом выведем во двор и расстреляем. Да, только вот это осталось. Эта провинция, она не попала даже в первую группу риска. Все провинции были разделены. Первая группа риска, кому требуется обратить внимание на запасы угля. Это там крупные провинции, производители Цзянсу, над Шанхаем, там, Чжэцзян там, и так далее. Вторая группа провинций. И вот эти провинции, которые северо-западные, которые на границе с Россией находятся, да, постоянно испытывают провокации проамериканской группы комсомола. Вот эти три провинции, соответственно, Хэйлунцзян, Ляонин, да, соответственно, и Цзилинь, которые стали блэкауты себе там практиковать, они вообще не в группе риска. Это вообще угольные провинции, так-то между нами. Еще смешнее это что началось, что вот этой провинции Цзилинь и соседней с ней Ляонин, в Ляонине сказали, ветер плохой был, у нас там действительно большая ветрогенерация, 10%, но 10% не дает основания руководителям местных властей в центральном городе отключать, в столице Чанчуне выключать, или в Цзилине, в одноименном городе, отключать электричество. Это знаковые события. Такое происходит только с согласием местных властей. То есть мы понимаем, то есть у нас с одной стороны не сходится то, что в 30-м году у нас должен быть пик выбросов. Си Цзиньпин сказал, в 30-м году пик выбросов. Не остановка всех угольных станций, а остановка в 60-м году, когда умрет шах или падишах. Все вместе. Все вместе, да, в 60-м году никого не будет уже, да. Пик должен быть в 30-м году, не сходится. Австралия отказалась от угля в июле. 10% всего импорт уменьшился угля. То есть, а мы смотрим, у нас South China Morning Post, газета, значит, да, гонконгская, говорит, а угля осталось на 2 недели, 11 миллионов тонн. В Китае угля осталось на 2, вы еще рисов на 2 недели оставьте, да, что это вообще просто будет, ну, извините, это будет ужас, который будет твориться. Местные власти, энергогенерирующие компании, почитали это, сказали, молодец, Си Цзиньпин, ты гнешь свою линию, а у нас есть своя линия, и мы остановим закупки угля у местных угольщиков. Потому что если бы это была... Сейчас, понимаете, что происходит? Катастрофа китайского масштаба. Из-за отсутствия электроэнергии в Китае выросла цена на полипропилен 10%. Полипропилен – это обложка этой книги, это искусственная кожа, это бутылки, это весь пластик, который есть, это вся легкая промышленность, и не только легкая. 10%, и будут пиковые цены. То есть ситуация катастрофичная. И вы хотите сказать, что комиссия по развитию реформам не предвидела этой ситуации. И если бы это было экологическое ведомство, а, кстати, экологическое ведомство имеет реально возможность давать штрафы угольным корпорациям, которые производят некачественный уголь. И если бы это была экологическая комиссия, поверьте, мы бы знали это 2 недели уже как. И этот бы человек, он бы оправдывался на пресс-конференции, что мы закрыли слишком... Ну нет, ну не так быстро, но Китай все-таки, как бы нам тут не рисовали эксперты из западных институтов, которые у нас тут окопались. Китай все-таки правовая система, там действует по закону и так далее. Да? То есть, тем не менее, экологическое ведомство ни при чем, Австралия ни при чем. Угольный план, отказ от угольной энергетики тоже ни при чем. Цены растут просто колоссально. Почему? На уголь. Потому что дана команда выключить угольное производство. Вот и весь ответ. А кто у нас подчиняется угольному производству? А это местные, у вас все угольщики, вам любой в Китае скажет, это местные производители. В каждой провинции своя угольная банда. Почему банда? Я легко вам отвечу. Уголь часто добывают несанкционированным способом. Это место концентрации вот этого кэша, черного кэша в прямом смысле, да, испачканного этим углем. Но коллизия, причем структурно напоминает Эвергранде. Да?
Что такое с одной стороны? С одной стороны, это Си Цзиньпин, который хочет, чтобы не было переразвития девелоперского сектора, ограничить кормовую базу комсомола. А с другой стороны, это естественно перенакаченная, перекредитованная отрасль. Угольная отрасль – это тоже те, кто частично, это регионалы. Если мы вернемся, я не буду голословным, я не пытаюсь всех записать в комсомольцы, не надо, такого нету, да. Значит, это тоже упрощение, прошу этого не делать. Мы не только Си Цзиньпин и комсомол в Китае существуют, но в 2014 году был задержан Лин Цзихуа, член Политбюро, и его называли, значит, руководителем одной из угольных банд. То есть комсомол четко опирался на провинцию Шаньси. Это просто провинция, которая производит только уголь и больше ничего. Именно из этой провинции Лин Цзихуа задержали. Его брат, соответственно, бежал в США и, как говорят, сдал там кучу всяких секретов. То есть все вот эти гольф-клубы, которые он организовывал. То есть очень много, на самом деле, очень развернутая история. Не хочу в это погружаться, все есть в книге. Но угольная отрасль, Си Цзиньпин с ней боролся прямо с прихода к власти. 2014 год. Он и заменяет на свою. Про энергетику тоже это расписано в книге. У Си Цзиньпина своя энергетика. Он знает, как достигнуть углеродной нейтральности. Он ставит на геотермальную энергетику. Шутки шутками, но почти вся Исландия переехала в провинцию Шэньси, бурит эти, соответственно, шахты, когда закачивается вода. Углерод нет. Си Цзиньпин, да. И это уже входит в некоторых городах провинции Хэбэй. То есть это уже экстраполируется вся эта система. И это безуглеродная система, это без и тех, да. И как еще угольщиков давил Си Цзиньпин? Он заключил соглашение с Россией о силе Сибири. То есть сила Сибири очень интересно, кстати говоря, спасение китайцам пришло в эту зиму. Потому что с декабря прошлого года по силе Сибири газ затапливает Пекин. А в конце этого года, да, уже должен Шанхай. То есть мы будем отапливать этим газом. И он вытеснял угольщиков, комсомольских руководителей. Лин Цзихуа, кто не верит, кто сомневается, посмотрите, дело коррупционное Лин Цзихуа, как он связан с Ху Цзиньтао и так далее. И как Ли Юньшань, другой человек, который чуть ли вместе с Джо Юнканом не сел, тоже руководитель комсомола внутренней Монголии. Монголия это еще один угольный регион. То есть вот здесь вот очень сложная игра. То есть с одной стороны, то же самое, как с ковидом. Си Цзиньпин, значит, перед блокадой Ухани говорит, надо ограничить въезд и выезд из провинции Хубэй. Ограничить въезд и выезд, никого не пустим, замуруем стены. Да? То же самое. С углем будешь бороться, да? Ну что, не получишь вообще ни грамма угля тогда. И мы понимаем, что сейчас-то расконсервируются все, кто прекратил добычу, они начинают добывать. И цена колоссальная, там $200, там $250, они в плюсе. То есть те, кто кризис, с моей точки зрения, это абсолютно рукотворный кризис. И все объяснения о том, что зеленая энергетика, австралийский уголь, или там что-то китайцы там не спланировали, вы знаете, ребята, чтобы китайцы что-то не спланировали, не шутите так. В одной провинции может быть. И это был бы серьезный прецедент. Да? Что-то не спланировали, да? Тогда бы сразу были бы посадки, отстранения. Но не в 20 провинциях одновременно. Да, но тогда, так сказать, в завершении разговора еще одна очень, на мой взгляд, важная тема, если я не ошибаюсь, вы подтвердите это, пожалуйста, это некий внешний фактор, потому что если это тоже такой удар извне по Китаю, то, конечно, он очень своевременно. Ну, во-первых, Германия заявила, что нужно искать альтернативу китайскому проекту «Один пояс, один путь», я не знаю, где они его будут искать, но они это сказали, значит, им это интересно разрабатывать. Во-вторых, лидеры Большой Семерки якобы договорились о запуске альтернативы китайскому шелковому пути. Я понимаю, что ничего не запустят быстро. И вообще, какая может быть альтернатива, если мы про землю говорим, а не про морские пути. Но они вот чувствуют структуру момента. Надо же вот сейчас вот прямо ударить. Одного пояса, одного пути. Он когда летел перед саммитом двадцатки в Лондон с Джонсоном встречаться и заключать там новую Атлантическую хартию. Предыдущая была против Гитлера заключена. Да. Он предложил, да, что нам нужна альтернатива шелковому пути. Я в этом вижу единственный коренной интерес, попытку элиты США запустить найти еще один повод для дополнительной эмиссии. То есть был повод ковидный, окей, был повод зеленой энергетики, окей. Не хватает. Надо еще больше печатать долларов до самого последнего дня. Зеленые просто пока еще до конца не поверили, еще пока не очень работают. Ничего сейчас. Кто не поверит, тот это не умеешь заставить. Еще поверят, еще заплачут кровавыми слезами. Да. Байден умеет, это такой старичок.
Идея в том, чтобы запустить дополнительную эмиссию и на этой миссии опять объяснить своим конгрессменам, членам Бундестага и так далее, всем объяснить. Я думаю, что Олаф Шольц будет держаться в стороне от этих, ну, если он будет все-таки, да, премьер-министром, мы еще понимаем, что действует пока еще предыдущее правительство, оно вообще крайне антикитайское, значит, Аннет Карен Каренбауэр, да. Каренбауэр, да. Вот я выучил, она уже уходит, а я уже выучил, как Гурбангулы Бердымухамед. Да. Вдруг понадобится, да, значит, да, это крайне антикитайские лидеры и министр обороны и так далее. Ну, Германию спасает, конечно, СДПГ, член СДПГ Хайко Маас, он очень прокитайский лидер, он уже Китай объявил, в отдельный ролик у меня есть на YouTube про то, что Германию уже купили китайцы вместе с Олафом Шольцем на корню. Это идея для запуска печатания денег, да, и для того, чтобы перебить китайские кредиты, которые выделяли в рамках шелкового пути в других странах Латинской Америки, Африки и Азии. Значит, что такое шелковый путь? Это очень интересная конструкция. Как будто бы это про инфраструктуру, как будто бы это про порты, как будто про железные дороги, авиасообщения и так далее. Реально выделяется огромное количество кредитов, которые никто не считает. Странам навязывается, руководству стран навязывается секретность этого кредита и навязывается невозможность реструктуризации через Парижский клуб или другие финансовые западные институты. То есть это альтернативная финансовая система. Американцы поняли это поздно, начали считать, насчитали 375 миллиардов долларов по всему миру. Но я знаю китайцев, наверное, они не досчитали раза 4. Ну, то есть там где-то триллион, я думаю, они выделили. Причем параллельно это же всегда происходит с коррумпированием местной элиты. То есть та же Африка, ну, это Латинская Америка. То есть фактически китайцы на этот шелковый путь подсадили и ну, все бывшие американские западные колонии. И никто даже об этом, ну, все это было очень тихо, спокойно, и строилась еще инфраструктура, строится с китайскими рабочими. Это та, которая может, в принципе, и в военном плане тоже использоваться. Я понимаю аналогию правильно. Это то, о чем писал Джон Перкинс, имея в виду американскую схему, когда приходят аналитики, не первые, убийцы, говорят о безумном экономическом росте, если вы сделаете вот такие реформы. У кого-то случился, вот у каждого индивидуальном случае. Да, коммунизм настал, у кого-то безумный экономический рост, конечно, настал. Вот деньги, но от американцев и под закупки американского оборудования. Да, абсолютно. Ну, китайцы это же копируют и модернизируют все, что есть. Вот они переосмысленно, да, творчески переосмыслили. А американцы, понимаете, в чем коллизия Байдена? У него свои интересы в Китае. То есть он не может развязать войну открытую против Китая. На Тайване то, что будет происходить, вот многие наблюдатели, да как это невозможно. Конечно, это невозможно. Ядерные удары между КНР и США, так их и не будет. Что между США и Россией прошли ядерные удары за Крым и ДНР? Нет, конечно. Нет, ничего не произошло. Гибридная форма противостояния, при этом, по большому счету, инвестиции Байдена, они в заложниках у Си Цзиньпина находятся. То есть, и это диктует то, что Байден не может быть слишком решительным в отношении Китая. Нет, китайцы, Си Цзиньпин лично не купил Байдена, его купили другие китайцы. Но этой ситуацией пользуется непосредственно сам Си Цзиньпин. Да? Он не может впрямую. И Байдену ничего не остается, как предлагать перекупать эти режимы, соответственно, другими новым шелковым путем. Причем я считаю, что это вот уже показатель реально заката Америки реального, когда Америка не диктует какую-то инициативу, а просто копирует, когда американцы начали копировать Китай. Ответный ход. Это даже назвать это еще и новым шелковым путем, ну это все, это уже считайте, что больше, когда фантазия и инициатива исчерпана, ну и что будет делать эти режимы? Они будут покрывать долги китайские через эти американские инвестиции. Но я думаю, что это никем не озвучивается. Еще один момент по шелковому пути. В какой-то момент китайцы могут зашедшим в тупик правительствам разных стран, там, в том числе Средней Азии и Африки, предложить им просто реструктуризировать долг на юань. То есть в чем коллизия мирового господства доллара, которая держится на двух столпах. Да, мировая торговля, почти 90%, да, и кредитные средства тоже, да, 90% доллар. Нет альтернативы. И это тоже касается, кстати, экономики. Но если мы предположим ситуацию, не обязательно падение Америки, а просто баланса между Соединенными Штатами и Китаем в мировом, как был с Советским Союзом,
Китаю просто достаточно будет чуть-чуть падающего подтолкни, и все другие государства, они просто устремятся к Пекину, Зону в юаня. зону юаня. Из кредита. При этом будет очень интересно происходить тоже, как в начале пандемии. То есть ужас, там все встало на 3 месяца. Реально, я думаю, что ВВП Китая упал на 30%, хотя официально 6,7%. Да, все встало. При этом китайские государственные корпорации в это же время, когда все в Китае рушится, скупают авиалинии американские, австралийские, европейские, просто с потрохами. Я думаю, что для этого, вот на этот момент, часть политического руководства, не комсомольского, а суверенного армейского, оно готово. И многие сейчас вот говорят, что да нет, Китай не выйдет из этого влияния Запада. А я все-таки поспорю с этими людьми, которые считают, что Китай это криптоколония Запада. Я думаю, что сейчас, вот в чем коллизия, острота момента, сейчас для Китая возникла возможность выйти из западного колониального режима окончательно. И они могут этим воспользоваться. Причем пойдут они по той же старой инфраструктуре, то есть те, которые обслуживали Сити, Вашингтон, Уолл-стрит и так далее, лондонский Сити и Уолл-стрит, просто станут наемными рабочими китайцев. Они к этому готовы, и у них есть для этого резервы. И очень вероятно, что когда все посыпется, китайцы будут предлагать, вот вам какую-то долю, вы будете чем-то управлять. В Бразилии, вот посчитать посольства Китая, которые взорвали, их очень мало. В Киргизии, Югославия, там, где китайцы прям сильно засели, НАТО бомбануло, да, там при Дзянзимине это происходило. Дзянзимин в 1999 году сбил американский разведчик над Южно-Китайским морем, сбил, не убил пилота, но сбил. И разбомбили ему в 1996 году посольство в Белграде. И больше нигде, но в Киргизии, соответственно, взорвали посольство. Сейчас в консульство в Рио-де-Жанейро. Ну, считайте, Рио-де-Жанейро это главный город все-таки в основном финансово-экономический. Консульство, считайте, посольство. Вот так кинули бомбу. Никого не убило, но был взрыв. Вообще никто об этом ничего не говорит. Бразилия точно так же находится в лапах Китая. То есть это поставки сои. Они строят им американскую железную дорогу. Они им строят все гидроэлектростанции. И уже китайцы зашли на задний двор американцев. Все это уже всем понятно, что в Габоне, в Гане, в Бразилии, в Аргентине, Финляндии, Норвегии, Ирландии, Исландии и всех странах сидят китайцы. Вот у меня только вопрос к Институту Дальнего Востока Российской Академии Наук. А где мы в этой схеме? У меня нет ответа на этот вопрос, потому что мы очень зависим, в принципе, от того, что происходит в Китае. Первый раз случай зависимости случился в 2016 году. Упала биржа китайская, достигла 10 триллионов совокупная капитализация двух китайских бирж. Упала до 5 триллионов в течение полугода. С июня рушилась 2015 года по январь 2016. Потом стабилизировалась. Причем там стабилизация потребовала каких-то колоссальных усилий китайцев. Сотни миллиардов долларов. Плюс там чуть ли не из пенсионного фонда вытаскивали деньги. Сейчас есть такая китайская возможность? Я думаю, что нет. Так вот, когда она падала к 2016 году, нефть стоила $16. Рубль первый скачок девальвации до 56 рублей произошел. Сейчас времена гораздо хуже, тем, что были в 2016 году. И то, что случится сейчас, и мы с Эверграндой не прогнозируем, вот я хочу вернуться к этому, да, то, что случится сейчас, это двойная проблема. Первая проблема – это падение экспортных доходов, возможно, да, хотя формально из-за инфляции доллара нефть может оставаться высокой, на том же уровне, предположим, да, но все равно она может, если будет резкое падение, это может произойти, да, коррекция там условно и девальвация рубля. А с другой стороны, если мы девальвируем рубль, мы попадаем в ножницы, китайская продукция растет. Причем Bloomberg уже говорит о мировом энергетическом кризисе, потому что вдруг не стало угля, половина угля производится в Китае, китайскими угольщиками, да, вдруг они перестали его производить. А мы столкнемся с ростом продукции из-за роста электроэнергии в Китае. Как китайцы справляются? Не покупают энергогенераторы, это добавляет плюс 20-30% к стоимости. Да? На выходе уже с транспортировкой это считайте в 2 раза. Обувь, электротехника, комплектующие, электроника, телефоны, мебель, все что угодно. 30-50% минимум. Может быть в моменте. Я очень надеюсь, что это все потом разрулится. Хотя известно, что к чему ведут товарищи Си Цзиньпина. У него сейчас будет в ноябре пленум очередной, в котором будет предварительно согласовываться состав Политбюро и его 3-й срок.
Именно сейчас, в ноябре. Потому что китайцы все любят делать загодя. Они как на Украине за 2 недели в Украину поверил Ботсвана, Украину, что на 2 недели уголь закончился. Значит, и здесь тоже будет решаться именно в начале ноября. Кто будет первым лицом, кто будет вторым лицом, кто будет третьим лицом. И по большому счету решается судьба мира. Потому что если Китай выиграет Си Цзиньпин, предположим, да, где-то в альтернативной вселенной победили силы Си Цзиньпина, вот точно при нем никакого сокращения энерговыбросов не будет. Будет строиться вторая ветка силы Сибири, будет строиться атомная энергетика. Никаких там ветряков, солнечной энергии и так далее. Это все про это забудут. И реально вот это глобалистам кость в горле, просто кость в горле. Потому что если Китай не отказывается от углекислого газа, то все усилия идут прахом. Индия, при всем том, что им пытается альтернативу изображать Китаю, это, ну, мягко говоря, далековато до Китая, еще им лет, наверное, 50 надо, чтобы такого же достичь. Но и сами китайцы тоже говорят, никакого второго Китая не будет. И не будет такой же конъюнктуры, чтобы занять место. Все, Индия в ближайшие 300 лет свой шанс потеряла. То есть это будет Китай. И если Си Цзиньпин побеждает, то вся эта мировая зеленая энергетика, она летит тартарары. Рядом Россия, которая не будет отказываться от своего экспорта угля и нефти. Хотя, вы знаете, вот по поводу экспертизы, у нас тут мозговые центры, они просто вот собрались все и в один голос начали говорить, что надо отказываться от угля. А зачем от него? А вот министр обороны Сергей Кожегетович Шойгу не поверил и вторую ветку БАМ начал строить. И действительно оказалось, что он прав, что сейчас нужны дополнительные поставки угля. Нам, говорят, предлагать Чубайс предложил, он же, вы помните, в ВЭФе? Конечно, На ВЭФе, вы помните, он сказал, он прекрасный экономист, Анатолий Борисович Чубайс, творец нашего российского экономического чуда. Он заявил, что, ребята, вы что, с ума сошли? Уголь, закрывайте свои станции. Китай отказывается от угля. В каком-то смысле он был прав. Только в каком-то смысле, даже я бы сказал, в 90% он оказался, как всегда, прав. Что-то знает, что не знаем мы. Но, тем не менее, от угля все-таки не отказывается. И запросы, наоборот. А с другой стороны, если Си Цзиньпин сейчас свои позиции, негодование колоссальное, отключили воду. Если будут девелоперские... Что у нас? У нас идеальный шторм, это называется. Да? То есть, с одной стороны, ипотечный вот этот вот кризис, да, в Китае, Эвергранде рушится, выключают свет, рабочие места, соответственно, могут сокращаться. Все это уже все трещит по швам. И вы знаете, как вот Тяньаньмэнь, что стало? Студенты, да бог с ними, с этими, за истинный марксизм они там боролись, за настоящий коммунизм, за Мао Цзэдуна и так далее. Но массовые вот эти вот все выступления недовольства населения, которое дало возможность вот этой проамериканской группе бросить вызов власти, Чжао Цзияну, да, которую потом на домашний арест до 2005 года посадили. Инфляция в стране дала вот возможность ему такие вызовы бросать центральной власти, что народ реально начал уже все, инфляция, растут цены, девальвация юаня тогда произошла, по-моему, он стоил что-то 3 юаня, за доллар стал стоить 6 к моменту Тяньаньмэнь. И вот это все массовые волнения, а мы сейчас находимся в одном шаге до этого, от этих массовых волнений. И мне, конечно, смешно слушать все, что в Китае, значит, ничего не произошло. Уже Эвергранда, уже свет отключает, воду. 15% безработицы среди лиц до 24 лет. То есть это реально вот это вот, как в лучших традициях революционных движений. И реально Китай стоит вот на таком очень шатком положении сейчас. Но за Си Цзиньпином стоят, соответственно, армия. За Си Цзиньпином стоит понимание, больше, кстати, почему он пришел к власти-то? Потому что большая часть населения, она поддерживает это. Они понимают, что вот эти шанхайцы, и гуанчжоувцы, и пекинцы, они готовы сжечь все остальное население. Это есть, то есть народ тоже. Народ за него, да. Но вот, конечно, вот все, кто, реакционная группа людей, которые недовольны тем, что начинается разворачиваться экономический кризис, она тоже есть. И мы будем это в прямом эфире наблюдать. Но говорить о том, что там все спокойно, и в Багдаде все спокойно, и вот это просто кто-то в Китае просчитался в энергетике. Ну, еще скажите, что в атомной энергетике кто-то просчитался. Там планировщики сидят, да, то есть это невозможно. Просчет в электросистемах невозможен. Это рукотворный кризис, но если говорить совсем академическими, завуалированными, рассогласование управления происходит на уровне крупных субъектов экономических. Будем наблюдать, я бы так сказал, да. Николай Николаевич. Спасибо большое, спасибо вам. Нашли время. Мне кажется, мы основные такие вот прям рэперные точки точно охватили.
китаевед, публицист, автор книги «Китайская власть». Еще раз всячески рекомендую, но мы подпишем под описанием ролика, соответственно, где чего. Ничего про Конфуция почти нет. И всем рекомендуем почитать, потому что книга – это такой самый подробный разбор того, как, собственно, устроена внутренняя и внешнеэкономическая политика Китая. Интересуйтесь. Николай Павелов, ему огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. До новых встреч. Канал «Верным курсом» продолжает работу. До свидания.